Лукашенко был популярным политиком. Помню, как плакало большинство женщин на встречах с Лукашенко. Искренне. Как слезы на глазах у людей, у мужчин были. И люди сильно верили, что это Робин Гуд, который наведет порядок, победит коррупцию. Он вернет нас в Советский Союз, где все так спокойно, но будет немножко рынка, будет немножко лучше. То есть тот популизм, который он поставил, в общем-то, служить в систему, конечно, в то время было для интеллектуально неокрепших белорусов постсоветского союза не чем-то новым, вот, которое вселяло надежду после провального Кебича, периода, когда 5 лет все страны Восточной Европы уже что-то делали, реформировались, только Беларусь была без президента, без какого-то нового запала на реформы, на создание собственной страны. Причина победы в том, что Лукашенко из категории политиков, больных на власть. Больной на власть политик – это сильнейшая, мощнейшая мотивация в достижении целей и задач, которые стоят перед ним. А цель и задача одна – власть любой ценой, любыми ресурсами, любыми средствами. И этот фактор нельзя недооценивать. Потому как если у человека более сильная мотивация, чем у его оппонента, то, скорее всего, он достигнет быстрее своих целей и задач. Нелегитимность Лукашенко началась в 1996 году. То есть тогда пошли первые сигналы от мирового сообщества о том, что выборы считаются непрозрачными и нечестными. Произошел государственный переворот. Был распущен Верховный Совет, парламент законный, и Лукашенко стал узурпатором. И была ошибка сделана белорусами и международным сообществом в 1996 году. Да, референдум был признан неконституционным. Но дальше конформизм. И он привел к тому, что уже к первой президентской кампании Лукашенко, да, был авторитарным политиком, но тема неконституционного референдума стояла где-то уже на втором плане. К сожалению, здесь не хватило политической воли, усердия, усилий самим белорусам, чтобы и внутри страны нажимать на эту болевую точку Александра Лукашенко, что он нелегитимный президент, что он провел неконституционный референдум и наделил себя гиперпрезидентскими полномочиями. В стране перестал функционировать парламент, его перестали выбирать люди, его стал назначать Александр Лукашенко. И парламент скукожился до уровня отдела администрации Красного дома. За счет того, что он, во-первых, уничтожил физически тех оппонентов, которые были потенциальны, я говорю там и о Геннадии Карпенко, и о Юрии Захаренко, и о Вите Гончаре, и в том числе какая была поддержка финансами от Толи Красовского. В общем, все это было уничтожено, и получилось, что оппозицию он все время загонял в такую маргинальную нишу, что она не могла проявить себя достойным образом. Собственно говоря, тогда уже стало понятно, что как пойдет дальше процесс. Еще были варианты, что он не усидит по экономической причине, да, что экономика начнет валиться и как-то сильно подомнет его власть. Этого не случилось из-за такого долготерпения белорусов, хотя эта ситуация была подвешена практически до 1999 года. То есть весь этот период 96-99 он был на грани обрыва, да, то есть Лукашенко мог не выдержать это все. Его в 99-м его уже спасла Россия от очередного такого серьезного провала. Но, тем не менее, эти годы, они, собственно, сформировали эволюцию диктата. То есть, когда ты выстраиваешь все выборы нечестно, и ты адаптируешься к тому, что мир их не принимает. У нас было всего 6 президентских кампаний, из них одни выборы в 1994 году и 5 политических кампаний с очень специфическими правилами. Но это уже не выборы.
Это означает, что там нет подсчета голосов, что там нет равных возможностей у участников. Было понятно, что Лукашенко не имеет абсолютного большинства. Да, он имел относительное большинство, но за счет монопольных средств массовой информации создавалась иллюзия, что его поддерживает население. Ну а пока население поддерживает, то даже если нарушаются законы, ну с этим приходится считаться. Самые возмутительные кампании это были 2006 и 2010. Было очень много лжи, была тотальная фальсификация. Это правда, и те проценты, которые назывались, не соответствовали и близко действительности. Когда возник маленький импровизированный майданчик, так называемая площадь Калиновского, то к ней абсолютно были не готовы ни Миленкевич, ни его штаб, ни Козулин, там никто. Ну и, соответственно, без политической поддержки эта площадь Калиновского была разогнана. И с этого момента, с поражения 2006 года, стало понятно, что оппозиция разгромлена окончательно. А в 2010 году уже были тотальные репрессии, но это был ответ за то, что позволили с одной площади перейти на другую. И для меня неизвестные люди били бревнами какими-то и какими-то железяками по стеклу Дома правительства. Но явная провокация. И, конечно, в результате этой провокации власть воспользовалась и посадила практически всех кандидатов в президенты. Были механизмы самые разные, от каких-то хитрых механизмов, когда просто во всех партиях были инфильтрованные агенты, во все партии. И получается, что конкуренцию с Лукашенко они не выдерживали, не имея при этом никакого доступа к СМИ, а даже если и имея, то не зная, что, собственно, такого внятного сказать, чтобы получить народ на свою сторону. Он добился того, что вся оппозиция была замкнута в своих узких структурах, и вся их деятельность сводилась к выживанию и конкуренции друг с другом. Минюст, контролирующий деятельность политических партий, просто вынуждал партии заниматься вот этой вот бюрократической ерундой для подтверждения своего статуса. Ну и позволялось лидерам политических партий, политической оппозиции время от времени светиться на международном уровне при полной невозможности вести там агитационную работу, политические дискуссии, организационные какие-то вещи внутри страны. То есть они верили в бумажки, верили в бумажные декларации, записанные там в Конституции и так далее, и так далее. И к каждым новым псевдовыборам относились всерьез, как будто бы это действительно были выборы. Если уж нету такого отчаянного, как в 2020 году, противостояния людей этим фальсификациям, то получается, что Евросоюз, американцы смотрят и говорят, будем работать с тем, кто есть по факту. То есть разделяются две ситуации, де юре и де факто. Да? Де юре он не признан, де юре выборы не признаются, ни выборы парламентские, ни местные, ни президентские, никакие. Но де-факто власти других стран работают с тем, кто находится у власти. Все понимали, что у нас нет демократии, что у нас нарушаются права человека, что у нас бьют журналистов, у нас садят в тюрьму за инакомыслие. Все это понятно. Но вы знаете, все-таки в Европе распространено мнение, и оно имеет право на жизнь, что для того, чтобы влиять позитивно на страну, все равно нужно встречаться, нужно говорить, нужен диалог. Даже с человеком, который не соответствует стандартам ОБСЕ. Постсоветские элиты, они понимали, что такое Россия, что такое Украина по большому счету, а Беларусь была такой, знаете, черным ящиком. И поэтому особого внимания не было, были какие-то политические заявления, осуждения, значит, принять во внимание, но серьезной белорусской политики не было ни у Европейского Союза, ни у Соединенных Штатов. Поэтому Александр Лукашенко всеми этими факторами воспользовался, и столько времени оставался на плаву, не имея на то, или имея очень сомнительную легитимность. Легитимность придавала ему, собственно, сами люди, которые считали, что все равно мы его там хоть так, хоть
сикость-накость голосом. И, понятное дело, и Россия, и Запад, которые признавали, выслали послов, верительно грамоты. Чем острее была ситуация, тем искуснее Лукашенко это использовал. То есть его посланцы, эмиссары ехали в европейские столицы, в Вашингтон и говорили, ну, хорошо, у нас есть проблемы с демократией, мы что-то там зажимаем, но если вы не будете с нами разговаривать, поддерживать, ну, сюда придет русский медведь, и вы будете тереться о его шерсть вот на границах с Европейским Союзом. И это также срабатывало. Многие воспринимали это действительно как реальную угрозу геополитическую. Сюда придет Россия, и проблемы будут гораздо более сложными. Лукашенко это использовал. Точно так же он ехал к Путину и говорил: Вова, ну ты ж смотри, да, я там с ними встречаюсь, а куда мне деваться? И перестал мне давать хорошие деньги. Вот эти чаевые, которые ты даешь, они меня уже не спасают. Поэтому я вынужден что-то и с них выцыганивать. Вот такая политика двойного шантажа, она приводила к успехам и в 2010 году, и в 2015 году. Она укрепляла Александра Лукашенко. Было, наверное, 5 или 6 таких откатов, которые позволяли ему снимать напряжение. И они были в разные годы и связаны с разными совершенно вещами. Часто триггером для этого были президентские выборы, но в основном все это располагалось в зоне поствыборной. То есть вот проходят выборы, он их фальсифицирует, и потом он начинает включать модель псевдолиберализации. Было время, когда у него в кабинете, ну, я имею в виду кабинет его правительства, там были люди, которых можно было гипотетически отнести к ястребам и гипотетически к голубям. Выборы проходили под надзором ястребов, такая партия войны, которая хотела всегда все раздавить насильно. А вот это, собственно, они и шли на любые самые криминальные истории. А потом сразу же центр смещался в сторону этих голубей, которые начинали разыгрывать вот эту карту псевдолиберализации. Последняя была, начиная с 2011 года, и она продлилась практически 10 лет. Да? То есть я говорю о деятельности Макея, который там и в вышиванке плясал, и по-белорусски говорил, и все всем разъяснял, и европейцам объяснял, что вообще еще вот год-два вообще все будет классно. Там. И это работало, потому что все видели, что да, вот тут белорусскую мову там не притесняют, пресса вроде как работает, то есть в интернете там все как-то движется, и в общем ничего такого брутального нет. Пенсии платили, зарплаты платили, студенты учились, вроде все как-то шло. И белорусы научились существовать вот в отрыве от власти. Власть, она живет в своей плоскости, а население живет в своей плоскости. Все шло к тому, что это может длиться как при Сталине, до самой смерти его. На протяжении этого времени он проделал достаточно большой объем работ. Лукашенко проводил прихватизацию. Он постепенно прихватизировал все органы и структуры власти. Прокуратура, которая еще в 1996 году, она была прокуратурой для людей, для граждан, то уже в 2000 году, тем более в последующих, прокуратура стала органом Александра Лукашенко. И так все другие. И третий фактор – это прихватизация основных финансовых потоков. Фактически бюджет государства стал вот личным портмоне Александра Лукашенко. Его модель управления такая примитивная, простая. Вот стоит огромная очередь, 9,3 миллиона граждан в одной очереди к его резиденции. И выходит добрый царь и раздает какие-то там блага, какие-то там игрушки детям и прочее. Я думаю, что он в душе абсолютный диктатор. Он плохо понимает, зачем нужны демократические принципы в управлении страной. Он не терпит инакомыслия. Посмотрите, что вокруг него происходит. Мы за все эти годы ни разу не слышали ни одного возражения, ни одной критики. А это так нормально, вообще говоря, в отношении людей, тем более во власти. И он не терпит этого, ему нравится, когда вокруг не просто лояльные, абсолютно преданные люди, которые заглядывают в рот, ждут очередных приказов и готовы их исполнять. Он плохо понимает, чем живет демократическая Европа, демократический мир. Он думает, что это игра, обман. Он действительно считает, что управлять нужно железной рукой. Кстати, это соответствовало долгое время, мне трудно оценить период,
но это соответствовало и желанию народа. Каждый год эта диктатура эволюционировала. То есть я имею в виду эволюцию не с точки зрения там, прогрессивности, да, а с точки зрения как бы сути диктаторской. Когда мы прошли от фальсификации каких-то двух вопросов на референдуме до фазы, когда строятся концентрационные лагеря. Вот, собственно говоря, мы прошли полный цикл, да, и мы подошли к 2020 году. Слишком долгое нахождение у власти – это всегда приводит к тому, что люди начинают отворачиваться. Это не только показатель Беларуси. Люди хотят обновления. Людям приятно, когда после зимы что-то меняется в природе, вот комфорт в душе. Поэтому это в целом характерно для всех народов, для всех наций желание обновления. Самым главным фактором является сам Лукашенко, сама власть, которая настолько оторвалась от реальных проблем людей. Прежде всего, ковид – это безобразие, это вранье, это, грубо говоря, игры с жизнью и здоровьем людей, которые раньше не было. Второе – это, конечно, уже все это знают, 80%. Никогда у Лукашенко не было этих 75 или 81%, которые рисовались. У него поддержка была в районе 50%, совершенно верно, правильно. И все это в конечном итоге пришло к тому, к чему должно было прийти. Последняя президентская кампания прошлого года, когда Лукашенко не получил и необходимых там 50%, это совершенно очевидно. То есть его ресурс поддержки там порядка 15-17%, не более. Если бы опять эти 80% не были взяты на щит людьми, которые считали, что они тоже могут сделать так, как было там в 2001, 2006 или 2010 годах, была бы какая-нибудь попытка, знаете, круглого стола, разговора, обещания проведения парламентской кампании. Вот это все можно было бы совершенно спокойно разрулить, нейтрализовать и перевести в режим такой, знаете, бреющего полета. Это тоже не было сделано. А третий момент – это, собственно, тоже экономика, потому что экономика 10 лет последних – это экономика стагнации, рецессии. А Лукашенко за счет того, что он создавал своих этих всех прокладок и стал воровать больше, чем воровал всегда, и когда эти суммы уже стали миллиардными воровства, экономика стала падать. И если до этого белорусы как-то еще думали, что это их персональная проблема каждого из нас, да, то в какой-то момент, а это где-то выпала зима 2020 года, они поняли, что нет, это у всех беда. Это реально беда с экономикой. Несколько лет аналитики перед этим показывали, что кризис на этот раз будет очень сильный. Я очень волновался по поводу отсутствия лидеров у этого кризиса, но я понимал, что будет взрыв. Дальше происходит чудо. Чудо народного подъема, единения, консолидации и так далее. Да? Когда штабы нашли в себе силы, у них хватило достаточно мудрости, да, отдать, вложить свои ресурсы в общее дело. Грубо говоря, работать на Светлану Тихановскую. Я никак не ожидал вот такой бескорыстности, такой честности от наших политиков. Слава богу, это были новые политики, еще не испорченные предыдущими. Да? И мы победили. Мы сорвали эти выборы, вызвали политический кризис. А поскольку все-таки дальше нужна политическая воля и политическая программа. Ее как раз не оказалось. И все призывы разумных людей к штабам перестать играться по правилам режима, навязанным им, да, а брать власть в свои руки, это не возымело действия. В результате мы профукали самый массовый период подъема августовского, да, и с сентября все стало катиться к позиционному противостоянию. Он понимал, что поражение это означает, что результаты прихватизации, они будут переписаны полностью. То есть он лишится всего, и собственности, и контроля финансовых потоков, и управления вот на этой территории, поэтому ему было что терять, и Лукашенко пошел
на то, чтобы даже, возможно, отказаться уже от своего места в историческом пантеоне Беларуси. Мне кажется, что до 2020 года у Лукашенко была такая мысль, что у него есть шанс, чтобы в Белорусской исторической галерее там висело несколько буквально портретов, может, там Лев Сапега, вот Александр Лукашенко и его историческая миссия. Но после 2020 года точно он уже перечеркнул эту перспективу, эту возможность, потому что дал приказ стрелять и убивать людей. В одночасье, просто вот 9 августа, вот эта вот вся голубиная порода перестала существовать вообще в кабинете Лукашенко. То есть их просто не стало. Потому что либо ты станешь Карпенковым или Караевым, или ты станешь никем. Да? А еще ты можешь оказаться в тюрьме, или тебя могут тихо где-то прибить трубой в темном переулке. Для Лукашенко, конечно, сегодня самое такое, наверное, существенное – это инстинктивная самозащита. Самозащита от тех людей, которых уже большинство, я не знаю, в курсе он ли этого, потому что он живет информацией, которую ему подают утром в папочках самые близкие люди. И я не знаю, вообще реальный мир воспринимает ли он. Мне трудно это оценить. Он управляет страну, не зная, что происходит, не зная до конца процессов. Он не понимает, что раз сменилось поколение, это совсем другие люди, и они не хотят жить в стране, в которой они не определяют свое будущее. Вот. И управляет страной человек, который принимает решения абсолютно пользуясь информацией от узкого круга людей, которые имеют возможность манипулировать им. И, конечно, эти решения неэффективны, что очевидно абсолютно. Но сегодня идет просто вопрос о самосохранении режима. Лукашенко не видит себя вне власти, он боится остаться без власти. Он боится последствий, которые наступят, когда он покинет свой трон. И, соответственно, реакция. Любые методы хороши. И в стране, по его мнению, должна воцариться абсолютная атмосфера тотального страха. После первоначального испуга, когда Лукашенко в августе был перепуган до смерти, у него не было хороших ходов, хороших идей, каким образом выйти из этого политического кризиса достойно. И он выбрал самый недостойный путь, а именно агрессию, месть, насилие, репрессии. И поэтому, пойдя по этому пути, он смог задавить, смог рассредоточить протест, да, вот, грубо говоря, закатать это под асфальт. И на сегодняшний день это удалось. Но это не означает, что он обеспечил себе некое безоблачное время на этот срок, который он сам себе назначил. У него есть инстинкт, которые его всегда уберегали. Да? То есть он этими инстинктами жил всегда. Он их слушал и понимал, как сделать так, чтобы остаться в живых, и остаться с бонусами еще. Но сейчас ситуация, когда вот эти инстинкты не работают. Работает твое знание, умение и понимание, как действовать, а ты уже находишься на дне. Причем этого дно, которое как в болоте, да, ты там не от чего толкнуться. То есть у него нету какой-то опоры, от которой он мог бы толкнуться и вынырнуть, потому что все эти опоры, они все уже, он все пролетел, да, то есть уже нет такого варианта. Уже у тебя пенсионеры против, медики против, спортсмены. В общем, все, в кого ты вкладывал какие-то деньги, даже они все против. То есть получается, что какого-то сегмента, кроме военных, нет. Но это же тогда это хунта. Мы констатируем ситуацию такого окопного противостояния. Окопы здесь, окопы здесь. Ни у одной из сторон нет достаточных сил и ресурсов, чтобы сказать «я победил». Вот это окопное противостояние, оно может длиться и месяц, и год, и 2, может быть, и 5. И здесь возрастает значение других факторов, как экономика и как внешнее воздействие. Вот что будет с экономикой, это интересно, это важно, потому что для многих людей, которые, может быть, аполитичны
но которые живут в этой стране и все измеряют содержимым холодильника и своего кошелька, это будет важно. И они могут сегодня, не являясь активной частью, не находясь на передовых этого окопного противостояния, а находясь где-то там в тылу, завтра они могут выйти на передний план. Другое дело, что все-таки у Беларуси есть запас прочности. Есть накопления, есть еще не самые прибыльные, но тем не менее отрасли, которые работают и приносят хоть какие-то денежки. На этом накопленном жирке некоторое время можно продержаться. Но это ограниченное время. Я не верю в то, что он может просуществовать долго, и все эти апелляции к тому, что есть же страны, которые же существуют еще 50 лет, и называются страны типа Венесуэлы, Северной Кореи или Кубы. Но мы не остров, и мы не закрытое общество, как Северная Корея. И сложно представить белорусов как венесуэльцев, которые разобьются на банды и будут друг у друга отжимать велосипеды или наличные. Уникальность этой ситуации в том, что отыграть он ничего не может. Ни экономику, ни насилие, ни ковид. То есть во всех этих пунктах, по которым он упал, он не в состоянии отыграть и вернуть ситуацию. А это значит, что мы просто сейчас находимся в фазе, когда его режим заканчивается, и вопрос только в насколько мировое сообщество в состоянии сдетонировать этот взрыв, который его завалит абсолютно обломками. Международное сообщество, на сегодняшний день я не вижу ни одного какого-то аргумента, чтобы они после того, что они сделали, что они заявили, чтобы они развернули эту машину в другую сторону. Стратегия Тихановской давить, оказывать воздействие, принуждать к переговорам и выйти на выборы, она была бы абсолютно успешной, если бы у Лукашенко не было тыла, если бы он не мог сказать, велика Беларусь, но и за мною Путин. Если бы это не было, она была бы абсолютно реалистична. Если международное сообщество найдет инструменты воздействия на Путина, на Кремль по белорусскому вопросу, то я думаю, что все должно решиться в ближайший год-полтора в пользу перемен и в пользу граждан Беларуси. Иногда диктаторов убивают, а иногда и законных президентов убивают. Иногда они бегут из страны и прячутся. Это тоже не раз бывало. Я знаю одно, что если мы хотим цивилизованного, исторически правильного ухода диктатора и смены политического устройства страны, делать это придется через переговоры. Переговоры, потому что, как бы там ни было, Лукашенко единолично или корпоративно в составе организованной преступной группировки, захватившей власть в стране, контролирует огромные ресурсы. Огромные ресурсы, которые могут быть использованы для того, чтобы взорвать страну. То есть после нас хоть потоп, разрушить и так далее. Поэтому в переговоры надо вступать хотя бы из соображения безопасности. Я по целому ряду косвенных признаков уже вижу, что режим перебирает возможных оппонентов. Я не знаю, когда будут переговоры. Но то, что дело к ним идет, это, папки не ходи. Надо думать о том, как организовывать забастовку. Надо думать о том, как шевелить международное сообщество, чтобы оно быстрее принимало решения. Они должны четко понимать алгоритм, на который согласны все белорусы, или большинство их, который нужно вводить, чтобы задавить эту историю. Очень простой рецепт. Вместо того, чтобы рассыпаться в депрессии, в слезах, слюнях, соплях, зарегистрируйтесь в Одноклассниках и убедите 1000 людей, 500-100 в том, что наша повестка дня лучше, чем повестка дня официальной власти. И эта работа с, хождение в народ через доступные народу средства массовой информации для них является супер важным. То есть быть слюнтяем, быть чистоплюем – это не работа по изменению баланса
ценностей в стране. А ценности, как мы знаем, меняются очень медленно. Поэтому любая активность, политическая, гражданская, информационная, там, бизнес-активность, так или иначе должна содержать компонент как раз этого просветительства. Протест-то никуда не делся. То есть это же не значит, что люди не могут сейчас выходить на улицу из-за того, что там режим оккупации, да, работает с оружием уже, и они не могут выходить на улицу. Но любовь-то не вернулась. Любовь-то к персонажу ее нет. А ненависть усиливается. Поэтому, если говорить о конце режима, да, режим кончился де юре, и вопрос, когда он кончится де-факто. Точно знаю, что мы победим, правда победит, победит свобода. Не знаю, какой ценой и когда.